Арми, что происходит, когда место, которое должно быть самым безопасным, превращается в угрозу? Сегодня мы обсудим шокирующую историю, потрясшую миллионы сердец. Говорят, что признание самого близкого Чингука человека, его собственной матери, раскрывает скрытые опасности в стенах дома Айдола. И что еще более шокирует, Тэхён, как сообщается, выразил глубокий гнев, услышав эту новость. Правда ли, что дом Чингука больше не является убежищем? Или это всего лишь домыслы, которые уже разожгли эмоции поклонников? Обязательно дочитайте до конца, потому что эта история больше, чем просто сплетни. Это размышление о конфиденциальности, безопасности и цене, которую приходится платить мировой звезде. Шок прокатился по всему мировому фан-сообществу, когда появилось шокирующее откровение. Мать Чингука рассказала о тревожных инцидентах, которые неоднократно подвергали ее сына опасности в месте, которое должно было быть самым безопасным – его собственном доме. Сообщается, что тихие стены дома Чингука, пространство, которое должно было быть местом уединения и защиты, неоднократно подвергались вторжению неизвестных лиц. Это откровение не только лишило фанатов дара речи, но и вызвало бурную эмоциональную реакцию Тэхёна, который, как сообщается, был в ярости из-за произошедшего. В воздухе витал важный вопрос: как такое могло произойти и почему этому позволили повториться больше одного раза? Тон откровения был не случайным, а, скорее, материнским, но с тревогой. Сообщается, что мать Чингука решила высказаться, потому что ситуация вышла за рамки простого совпадения или недоразумения. Любое вторжение в дом Чингука было не только вторжением в личную жизнь, но и серьезной угрозой его безопасности. Поклонники, услышавшие об этом, были совершенно шокированы, не в силах понять, как один из самых уважаемых и защищаемых артистов в мире мог стать жертвой столь тревожного инцидента. Участие Тэхёна добавило драматизма и эмоциональности этой разворачивающейся проблеме. Источники, близкие к участникам группы, утверждают, что реакция Тэхёна была мгновенной и бурной. Известный своей яростной защитой товарищей по команде, он, как сообщается, выразил гнев и разочарование, услышав, что убежище Чингука было раскрыто. Для Тэхёна это было не просто вторжением в личную жизнь. Речь шла о психологическом ущербе, который это могло нанести Чингуку, который был рядом с ним более 10 лет, проходя через испытания и победы. Его гнев, отнюдь не просто драматичный, отражает глубокую обеспокоенность благополучием Чингука. Серьезность ситуации становится еще очевиднее, если учесть повторяющийся характер этих вторжений. Отдельный инцидент можно списать на ошибку или случайность. Однако повторные инциденты поднимают гораздо более серьезные вопросы. Кем были эти неизвестные? Что они искали? Как им удалось дважды нарушить систему безопасности? И что это означает для уровня защиты дома Чингука? Каждый оставшийся без ответа вопрос усиливает атмосферу страха, гнева и неразрешимого напряжения как среди поклонников, так и среди ближайшего окружения Чингука. Наблюдатели отмечают, что эмоциональная основа этого откровения кроется не только в фактах инцидента, но и в глубокой реакции самых близких Чингука. Решение его матери высказаться демонстрирует как отчаяние, так и решимость защитить сына. Для нее молчание больше не вариант, поскольку риски уже превысили все разумные пределы. Ее слова служат одновременно предупреждением и настоятельным призывом к тому, что ситуация достигла критической точки. Реакция Тэхёна, в частности, подчеркивает глубину солидарности среди участников BTS. Его гнев был не изолированной реакцией, а коренился в годах общих трудностей и побед. Те, кто его знает, описывают Тэхёна как человека, который невероятно предан, остро реагирует на угрозы тем, кто ему дорог. Поэтому его разочарование в связи с произошедшим с Чингуком было неизбежным и теперь стало предметом общественного обсуждения. Поклонники задаются вопросом, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности Чингука и насколько далеко готова зайти команда, требуя ответственности. Эмоциональная тяжесть этого инцидента глубоко тронула и ARMY, фандом по всему миру, который всегда был глубоко обеспокоен благополучием участников группы.
Многие выразили шок, печаль и гнев на различных онлайн-платформах, подчеркнув, что повторные вторжения в личную жизнь – это серьезное преступление, которое нельзя игнорировать. В разгар этой реакции есть одна неоспоримая истина. Фанаты чувствуют себя защищенным и беспомощным, запертыми между желанием защитить Чингука и их ограничениями как аутсайдеров в своей личной жизни. Однако самый призрачный элемент этого откровения заключается в вещах, которые не были полностью объяснены. Мать Чингука не дала полных подробностей о личности преступников или точном характере вторжения. Прекращение этой информации делает ситуацию окутанной двусмысленностью, усиливая напряжение и любопытство общественности. Это действие навязчивого фаната, оппортунистского злоумышленника или что-то более тревожное. Эта двусмысленность только добавляет спекуляций, делая эту историю не только удивительной, но и очень тревожной. Серьезность этой ситуации нельзя недооценивать. Дом должен быть местом отдыха, безопасности и мира. Для такого человека, как Чингук, чья жизнь была наполнена общественным вниманием, нарушение его личного пространства действительно разрушительно. Эксперты по конфиденциальности знаменитости отметили, что неоднократные нарушения могут иметь долгосрочные психологические последствия, вызывая стресс, беспокойство и паранойю. Для матери Чингука разговор – это не просто один инцидент. Речь идет о защите его сына от повторяющихся шаблонов, которые рискуют полностью подорвать его чувство безопасности. И по мере того, как эта история продолжает эхом, становится ясно одно – гнев Тэхёна отражает не только его личную лояльность, но и широко распространенный гнев в группе и фэндоме. Его реакция отразила коллективное разочарование миллионов поклонников, которые видели Чингука не только как мировую звезду, но и как молодого человека, который заслужил безопасность и уважение, как и все остальные. Это общее чувство несправедливости превратило откровение в общую почву, побуждая фанатов требовать более сильной защиты и вызывая жесткие разговоры о жизненном давлении и уязвимости в славе. Этот инцидент вызывает более широкие вопросы о цене глобальной славы. В какой степени должна быть защищена личная жизнь художника? И почему подобные нарушения все еще происходят даже с таким большим количеством ресурсов? Дело Чингука не первое и, вероятно, не последнее. Однако неоднократные вторжения в его дом подчеркивают проблемы, которые нельзя воспринимать легкомысленно. Решение его матери выступить в сочетании с гневом Тэхёна теперь превращает этот вопрос в общественный кризис, который требует серьезных размышлений. Однако, несмотря на эмоциональный вес и драматическое напряжение, вызванное выше приведенной историей, настолько велики, важно ясно дать понять, что все повествования не отражают фактическую реальность. Отчет, в котором упоминается мать Чингука публично, раскрыл неоднократные вторжения в ее дом, а также утверждение о том, что Тэхён отреагировал гневно, не имеет никаких доказательств, которые можно было бы проверить. Это просто преувеличенная или неправильно истолкованная спекуляция, рискующая распространить дезинформацию среди общественности, особенно в фандоме BTS, который очень вовлечен. Во-первых, нет официального подтверждения от семьи Чингука в отношении инцидента с незнакомцами, неоднократно входящими в его дом. Хотя вопрос о конфиденциальности и безопасности глобальных знаменитостей действительно реален и широко обсуждается, детали в приведенной выше статье не подтверждаются подлинными источниками. Во-вторых, повествование о гневе Тэхёна также не основано на публичных заявлениях или действиях, которые на самом деле произошли. Связка его имени с этим инцидентом только вызывает искажение, вводя поклонников в заблуждение, заставив поверить, что он реагирует на что-то, что на самом деле не имеет реальной основы. В-третьих, важно понимать влияние такого рода вводящего в заблуждение повествования. BTS, включая Чингука и Тэхёна, живут в постоянном центре внимания и часто являются предметом слухов. Такая фальшивая история может усугубить беспокойство поклонников, усилить давление на артистов и усилить цикл дезинформации. Кроме того, включение матери Чингука в этот вид вымышленного повествования добавляет эмоциональной нагрузки и делает дезинформацию еще более опасной. Подлинное общение с семьей редкое и очень осторожное. Поэтому прикрепление к ним ложного повествования может нанести ущерб их долгосрочной репутации.
В заключение, приведенную выше статью следует понимать не как фактический отчет, а как пример того, как непроверенные утверждения могут быстро превратиться в драматические новости, особенно в разгар очень возбужденного фэндома. Вопросы конфиденциальности, безопасности и давления со стороны знаменитостей действительно актуальны для обсуждения. Однако описанная конкретная история нереальна. Читателей и поклонников настоятельно рекомендуется быть осторожными в ответе на сенсационные сообщения и всегда добиваться подтверждения от надежных источников, прежде чем принимать их как правду. Чингук, Тэхён и их семьи заслуживают уважения и защиты от последствий спекуляций, которые рассматриваются так, как будто это факт.